Когда-то в небольшом поселении жила девушка по имени Эмма. Она отличалась мягким характером, ясным умом и природной красотой, однако судьба не была к ней особенно щедра. После смерти матери отец, долго не выдержав одиночества, женился вновь. Его новая супруга, Грейс, оказалась требовательной и холодной женщиной, которая постоянно создавала в доме атмосферу напряжения. Ее дочь от первого брака, Лили, росла избалованной и думала лишь о собственных желаниях. В таком окружении Эмма старалась сохранять спокойствие, уделяя все время учебе и поддержке отца. Однажды Грейс объявила, что Эмме пора вступить в брак. Причем будущим супругом, по словам мачехи, должен стать местный бедняк, парень из нищей деревенской семьи. Эта новость потрясла девушку. Она не понимала, почему должна связывать жизнь с человеком, который едва сводит концы с концами. Но Грейс настояла на своем, и у Эммы не осталось выбора, кроме как согласиться. День свадебной церемонии наступил так быстро, что она почти не успела осознать происходящее. Стоя у алтаря, Эмма старалась держаться спокойно, убеждая себя, что судьба иногда преподносит неожиданности, которые оказываются к лучшему. Когда в зал вошел жених, ее охватило изумление. Перед ней оказался высокий молодой мужчина с выразительными чертами лица и безупречно сидящей, хоть и скромной одеждой. Больше всего ее поразила его фамилия – Блейк. Это имя принадлежало одному из самых влиятельных предпринимателей региона, владельцу огромной сети энергетических компаний. Неожиданность, сравнимая с ударом, заставила Эмму пересмотреть все, что она знала. Церемония прошла стремительно, а вскоре после нее супруг увел девушку в отдельное помещение. Там она узнала то, что перевернуло ее представление о нем. Он оказался наследником того самого Блейка, однако предпочитал скрывать свое происхождение. Его целью было убедиться, что рядом с ним окажется человек, которому важен он сам, а не его состояние. Эмма чувствовала, что мир вокруг рушится и строится заново одновременно. Она не решилась признаться, что согласилась на брак под давлением, но внутри росло ощущение, что этот человек вовсе не похож на тех, кого она встречала прежде. Постепенно между ними возникла тихая, но крепкая привязанность, которая с каждым днем становилась сильнее. Оказавшись в мире достатка и благополучия, Эмма поняла, что настоящее счастье определяется не роскошью, а взаимным доверием, теплом и уважением. Когда Грейс узнала, кто на самом деле ее зять, ее раздражение переросло в ярость, но изменить уже ничего не могла. Жизнь Эммы и Блейка вступила в новый, светлый этап, и впереди их ждали только новые вершины. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.